Привет, друзья, привет, подписчики, привет, гости моего канала. Решил записать сегодня видосик на такую тему. Данным хобби из разряда лужу паяю, ИВМ подчиняю, занимаюсь достаточно давно. Однако до этого видосики я не запиливал. И вот решил опубликовать первый видосик на эту тематику. Заказал я в Китае такой конструктор за 100 рублей буквально. Эта вещица стоит, она очень интересная, простяцкая. Каждый сможет ее собрать и получит массу удовольствия. Вот что имеется в наборе, друзья. То есть это получается печатная плата уже с готовыми дорожками, ничего вам делать не надо будет. Микрушка. 2 диодика, 2 кнопки, 2 кондера, 2 кондера электролита и 3 обычных, 5 резисторов, монтажная площадка под микросхему, кварц и клеммная колодка. Есть у меня, друзья, в хозяйстве такой вот самый обыкновенный китайский паяльничек. Покупал я его давненько, уже, думаю, года 3 назад. В комплекте он с такими вот всякими приблудами. Для пайки применяю обыкновенный оловянно-свинцовый припой ПОС 60. Пишите, кстати, в комментах, каким пользуетесь вы. В качестве флюса использую самодельный раствор обыкновенной сосновой канифоли в этиловом спирте. Ну, друзья, показал я основные моменты по этому наборчику, по своей оснастке. Можно приступать к сборке. Все готово, поехали. Берешь в руку вот эту китайскую печатную плату и до диву даешься, как дешево это все обходится. То есть 120 рублей вот этот наборчик стоит, с учетом того, что он прибыл в Россию, то есть на это что же потрачены какие-то деньги, да? А тут же еще кроме платы всякие элементы, вот такая микрушка 20-ногая, например, такая вот монтажная площадка под нее и прочие радиокомпоненты. Ну, можно приступать уже и к сборке. Решил начать я сборку с монтажа самой микросхемы, точнее ее монтажной площадки. Встает на свои места все изумительно. Зажмем все в третью руку, обработаем канифолию и пропаяем. Залуживать контакты не вижу смысла. Опыт показывает, что и так все отлично паяется. То есть это не СМДшки, где необходимо, конечно, дорожки пролудить для надежной спайки. Здесь паяется и так. Вот такой вот, друзья, у меня в руках индикаторный модуль со светодиодными индикаторами семисегментными. Вот здесь немножко пахаем мы почту России, а может быть и почту Китая. Немножко они ножки подмяли, то есть что не есть хорошо. Но либо при упаковке они пострадали. Вот видите, да, они замяты. Но я не думаю, что это повлияет как-то на работоспособность этого приборчика. Ну вот, в принципе, и готово. Запаяна уже индикаторный модуль, закопаена микрушка. Можно приступать к монтажу остальных элементов. В принципе, монтаж этих элементов не составляет особого труда, поэтому я могу поручить эту работу даже своему 7-летнему сыну. Пусть, так сказать, немножко практикуется.
Ну вот, друзья, и закончил мой юный электрончик монтаж. В принципе, все готово. Можно подключать вот данную платку, данные часы уже к питанию и, наконец, проверять, как они у нас работают. Для питания этого устройства собрали с сыном такую вот импровизированную установочку, такую батарею из 3 элементов, соединенных последовательно. И, в принципе, все работает. Смотрите, то есть сразу часы заработали без проблем. Также проверили будильник, все пиликает, все настраивается. Если это упаковать в какой-нибудь интересный корпус, например, из оргстекла, то это будет вообще здорово смотреться. Такую вещицу даже можно кому-нибудь подарить. То есть это как handmade, так сказать, модное сейчас слово, да? Но можно оставить и себе. Это смотрится достаточно интересно. Ну и на самом деле это просто интересно, если вы любите заниматься такими штуковинами. Вот так они смотрятся просто, когда идут. Ну, на этом, друзья, пока что все. Обязательно ставьте лайк, если вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Всего вам доброго, как всегда. До скорых встреч!